Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Сегодня немного отдохнем от больших проектов. Эту вещь вы можете сделать вместе с детьми. Для работы нам понадобится кусок красивой яркой ткани, желательно из эластичного материала. Еще надо немного синтепона. Для основы возьмем ненужный компьютерный диск и яркую ткань, чтобы его обтянуть. У меня полоска шириной 4 сантиметра. Нарежем ее на кусочки. Один кусочек 4 сантиметра длиной, а остальные примерно по 8 сантиметров. Из квадратного кусочка мы сделаем шарик. А длинные полоски складываем вдоль пополам, вкладываем внутрь кусочек синтепона и прошиваем по краю, формируя лепесток. Пока шила, вспомнила анекдот. В одном городе на улице 4 портняжных мастерские. На первой надпись «Лучший портной в стране». На второй «Лучший портной в Европе». На третьей «Лучший портной в мире». На четвертой мастерской надпись «Лучший портной на этой улице». Так вот, девочки, у меня получилась одна серединка и 9 лепестков, насколько хватило ткани. Приступаем к сборке цветочка. Лепестки накладываем внахлёст один на другой и прошиваем их вместе. Из полученной заготовки формируем бутон. Скрутим лепестки и прошьем их. Серединку оставляем свободной. Когда все лепестки хорошо соединены между собой, в центр протягиваем шарик, серединку и закрепляем его, тщательно пришиваем. Основание для игольницы можно сделать любым, но мы используем ненужный компьютерный диск. Ткань основы выкроем с запасом. Край кружка соберем на нитку и стянем его. В моих запасах нашлось несколько тканевых листьев. Это остатки от искусственных цветов. Используем их для декора. Пришьем к основе, а затем закроем все нашим красивым ярким цветком. И получилась у нас красная прекрасная игольница. Ее сразу видно на рабочем столе. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Не ждите чудес, чудите сами. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. Жду вас всех в своих группах ВКонтакте и Одноклассниках. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!